Здравствуйте, Козероги! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Это неделя с 25 по 31 мая. Давайте посмотрим, что же у вас происходит в этот отрезок времени. Какие вам карты сегодня выпадут. Простите, пожалуйста, что-то они улетают куда-то, торопятся куда-то. Давайте посмотрим, что у вас произойдет в этот период времени, Козероги. Неделя с 25 по 31. Последняя неделя весны. Последняя неделя весны. Какие карты у вас выпадут? Напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал. Также можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Буду очень признательна вам за такую активность проявленную. Пишите, не стесняйтесь. Итак, расклад по дням недели. На каждый день недели достанем по одной карте, соответственно. И посмотрим на те комбинации, которые у нас получатся. Какие карты у вас выпадут. Итак. Итак, Козероги. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, первая карта. У вас карта «Страшный суд». Карта суда, карта какого-то, знаете, как желание получить по заслугам. Семерка пентаклей. Желание получить результат своих трудов, своих усилий, желание получить плоды своих трудов. Потому что страшный суд — это как вознаграждение за ваши усилия, получить то, что вы заслуживаете, получить как возмездие какое-то, да, получить за ваши усилия какую-то как подарок. И вот по семерке пентаклей вы можете получить этот результат, можете не получить. Может быть, ситуация будет касаться того, что вам нужно будет быть более терпеливыми в том, чтобы получить наконец-то то, что вы ожидаете. То есть приложить еще определенные усилия. Но страшный суд, он сам по себе о том, что вы находиться можете перед выбором: заниматься мне дальше тем, чем я занимаюсь, или оставить, потому что оно не приносит того результата, который я хочу, потому что оно не приносит того, что я заслуживаю. Возможно, и поэтому семерка пентаклей, потому что семерка пентаклей, она про то, что вы очень терпеливо чем-то занимаетесь, вы очень медленно продвигаетесь в каком-то вопросе и много усилий тратите на это. Возможно, здесь настало время, наконец-то, возможность решить, как вам быть дальше, там, с какой-то работой или с какими-то отношениями. То есть дальше тянуть на себе это, либо уже нужно принять решение, поменять что-то кардинально в своей жизни. Карта четверка пентаклей, карта, возможно, необходимости быть более скуповатыми такими, да, более прижимистыми касаемо своих денег, своих финансов, потому что вы здесь понимаете, что не нужно растрачивать какие-то свои сбережения. Также вы можете задуматься о том, чтобы не растрачивать себя эмоционально или не растрачивать свои физические силы, возможно, слишком сильно в этот день, потому что четверка пентаклей, она в целом о необходимости сохранить ресурс. Ресурс может быть разный, касаемо здоровья, вашей энергии, ваших эмоций, ваших денег, как это здесь изображено по четверке пентаклей. И так как здесь есть шестерка мечей, то есть перемена, изменения к лучшему, то вы думаете о том, как поменять какую-то для вас важную ситуацию, но при этом с минимальными потерями, то есть или не потеряв ничего, сохранив то, что вы уже смогли скопить, сберечь, не знаю, то, что вот у вас уже имеется, чтобы не потерять, не упустить, соответственно, это все, но при этом поменять ситуацию к лучшему, да, сохранив какие-то ваши наработки или какие-то ваши сбережения. Также вы можете здесь искать способ, может быть, куда-то поехать или купить какие-то билеты на те деньги, которые у вас есть, но с минимальными затратами, то есть чтобы не потратить опять слишком много, то есть найти какую-то возможность, какую-то горячую путевку, удачную путевку, удачный билет, и проявляете, любопытствуете, да, проявляете интерес, такую возможность ищете, допустим.
Дальше идет карта четверка жезлов, и она о желании постоянства и сохранении вот этого постоянства в вашей жизни. Вы можете переживать, что что-то может нарушать это постоянство, вы можете переживать, что что-то может порушить вашу гармонию в семье, или что-то может повлиять на какой-то ваш переезд, если вы его планируете. То есть могут быть необоснованные даже страхи или боязнь препятствий, каких-то убеждения ваши, что что-то может пойти не так, соответственно, либо кто-то из вашего окружения в этот день вам может говорить что-то неприятное или в чем-то сомневаться касаемо вас, и это может вселять дополнительное сомнение. Также могут и, в принципе, быть в состоянии какой-то головной боли, недомогания здесь. Может быть, даже у кого-то из ваших домочадцев тоже вас каким-то образом затронет или будет беспокоить. Карта рыцаря жезлов, карта огненной стихии. Это такой огненный знак зодиака. И да, вы не огненная стихия, но тем не менее здесь может быть либо вы общаетесь с таким человеком, лев, овен или стрелец, и по тройке пентаклей здесь совместная работа, совместное какое-то дело, которое у вас есть с такой личностью. Либо вы здесь полны энтузиазма, энергии, огня, чтобы делать какую-то работу, выполнять, и вы с увлеченностью, с интересом каким-то вопросом занимаетесь и делаете, может быть, решающие шаги важные в каком-то начинании для того, чтобы иметь потом хороший результат в конце. То есть вы здесь уверены в том, что у вас все получится. Карта девятка жезлов, карта умения приложить усилия, даже если вы сильно устали от чего-то, но вы в пятницу здесь прикладываете усилия, что-то пытаетесь доделать, завершить, выполнить какую-то работу. И, кстати, по королеве мечей здесь может быть проявление с вашей стороны какой-то ответственности, очень такого желания проявить амбиции свои и настойчивость в каком-то рабочем вопросе, много логики, много здравого смысла, здравого рассуждения здесь у вас есть, если вы принимаете решения касаемо работы. Также здесь может быть еще и ситуация, где вы пытаетесь оградить себя, потому что есть девятка жезлов, от кого-то, может быть, воздушного знака, это весы, близнецы или водолеи, кто может чересчур быть саркастичным, контролирующий, какой-то острый, такой конфликтный. Может быть, вы стараетесь оградить себя от такого конфликта, или здесь может быть какая-то вот такая вот неприятная ситуация, да, неприятный диалог, где вы стараетесь сохранять спокойствие, даже несмотря на вот такую личность, которая пытается каким-то образом вас задеть. Может быть, воздушного знака, но не обязательно. Дальше идет карта шута, нового начала или нового этапа, периода нового, в который вы готовы шагнуть с легкостью, с таким энтузиазмом, и опять-таки паж жезлов, то есть много радости по этому поводу. Возможно, просто день, наполненный новыми открытиями, когда вы очень легки на подъем, где вас не пугает неопределенность, вы готовы рисковать будете, может быть, вы куда-то едете или отправляетесь в какую-то даже незначительную поездку по пажу жезлов, но вас она радует, вы используете какую-то хорошую возможность для того, чтобы что-то новое начать. Карта влюбленная, карта выбора прежде всего, и выбора важного, который может повлиять не только на вас, но и на других людей. Здесь нужно иметь в виду, что выбор может быть не самым простым, а вместе с картой башня он может привести к тому, что возникает какое-то несогласие с вашей второй половинкой. Это может привести к конфликту. Будьте, пожалуйста, внимательны. Может быть, здесь какое-то прозрение будет или осознание, что там ваша вторая половинка, с кем вы в союзе находитесь, имеет другую точку зрения или другое отношение к какому-то вопросу. Также, если вы принимаете решение, делаете выбор, будьте осторожны, потому что он может быть разрушительным, сокрушительным для кого-то, да, потому что ваши решения влияют на других людей тоже, или может каким-то образом подорвать их доверие, там ваши решения в этот день сделанные. Поэтому нужно быть однозначно осторожнее. Ну и в плане здоровья тоже нужно быть осторожнее, потому что карта башня говорит о том, что могут быть какие-то здесь опасности, неприятности, поэтому нужно поберечь себя. Итак, дорогие мои козероги, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на следующую неделю мы завершаем. Берегите себя, берегите своих близких. Не забудьте подписаться, если вы еще этого не сделали. До скорого!